Добро пожаловать на канал про путешествия. И сегодня наш выпуск про Египет. Good morning. Welcome Egypt. Первый город, в который мы отправляемся, это Шарм-эль-Шейх, своего рода Мальдивы. По прилету в аэропорту вы можете приобрести сим-карты, в зависимости от тарифа будет их цена 7, 12, 15 долларов. Мы этого не сделали, если вы собираетесь путешествовать самостоятельно, обязательно приобретите их заранее. А мы сейчас будем отправляться уже в отель. Нам ехать буквально 10 минут до отеля. Добраться до вашего отеля можно тремя способами. Первый способ это на автобусе с туроператором. Второй способ это, конечно же, такси от 10 долларов. Ну и третий способ, которым воспользовались мы, просто познакомившись с кем-либо в аэропорту, чтобы вас бесплатно отвезли. Мы заселились в Паротель Бич Резорт 5 звезд, первая береговая линия, номер с выходом на море и потрясающий пляж. Ну а если вам будут интересны подробности, я обязательно расскажу в следующем выпуске на обзор этого отеля, где укажу цены, местоположение и наши впечатления. Мы приехали в центр. Это Шарм-эль-Шейх. Сегодня познакомились с Мухаммедом. Если кому-то вдруг понадобится помощь по Шарм-эль-Шейху, по Каиру, вообще в принципе в Египте, пишите обязательно комментарии, я поделюсь с вами контактами. Этот парень просто меня удивил сегодня. Он и ММА, и в UFC, ему всего 28 лет, он сейчас стремится также попасть, то есть в линейку, уже как бы с профессионалами. Но больше всего мне понравилось в этом парне, что он развивает туризм в своей стране. И давайте послушаем, о чем он нам расскажет. Application will go like everything, like saying excursion and hotel, flight, rent an apartment. If you want to buy apartment, if you want to buy a property in different places in whole areas, if you want to discover like different city, different country, it will be available. Even if you want to go like disco, if you want to go party in some place, you have 50% discount. In restaurant, you have a 50% discount everywhere. So it will be like helpful for everyone because the application, it will be your tour guide. The name of application will be British Tours. In App Store and Google Play, so anyone can download it. And anyway, I'm gonna give him the information about it, of course, as soon as I have. This is the first thing. The second one, he gonna put my Instagram, like he was talking about me. В центре Шарм-эль-Шейха множество кафе, ресторанов, баров. Все предназначено для туристов. Туристов, кстати, здесь очень много и все в основном русскоговорящие. С самого утра мы отправились туда, ради чего, собственно, мы и приехали в Шарм-эль-Шейх. И вам советуем. Это, конечно же, дайвинг. Но что-то, как всегда, пошло не по плану. Сейчас мы до сих пор ждем, пройдет ли ветреная погода или нет. Выходим мы на вот этом вот кораблике самом большом. Идем на Рас Мухаммед. Это получается в правую сторону. Также можно влево уйти. Охрана такая серьезная, все проверяют. Нас пропустили наконец-то. Сейчас мы едем. У нас получается сейчас первая остановка, по 10 человек, погружение идет, соответственно, будем снимать тоже из-под воды, покажем вам обязательно крутые кадры, взяли такой чехол, поэкспериментируем, то есть мы без GoPro, так что все, поехали, нас торопят. Мы, гайс, в первый раз погружаемся, а в первый раз погрузиться можно лишь до 15 минут по времени и до 10 метров в глубину. Ну а перед этим нас инструктора проинформировали о поведении под водой, как правильно продуваться, чтобы не создавалось давление, потому что оно там есть. Ну и, конечно же, о жестах, потому что нужно друг друга понимать, что нам будут говорить инструктора под водой и вести себя должным образом.
Ну а сейчас мы одеваем с вами снаряжение и готовимся к погружению. После того, как мы погрузились, мы увидим с вами потрясающие рифы рыб, всяких разноцветных. Следующая остановка — снорклинг. Мы надели трубки, маски и отправились дальше изучать подводный мир Египта. Кстати, море называется именно красным из-за большого количества водорослей, которые содержат красный пигмент. И в период сезонного размножения они окрашивают воды в красный оттенок. На третью остановку мы должны были отправиться на знаменитый Белый остров, но, к сожалению, из-за сильного ветра нам не удалось туда попасть, и мы продолжили осматривать подводные красоты заповедника Рас-Мухаммед в других местах. Поездка наша закончилась. Сейчас на часах у нас получается с вами 10 минут 6. А если вам понравилось это видео, то ставьте свои лайки, ну и пишите свои комментарии. В 4 часа следующего дня нас ожидал перелет в Каир, поэтому мы решили насладиться удобствами отеля и его не менее замечательным рифовым берегом. Большой отлив сегодня у нас. И купаться на сегодняшний день невозможно. Точнее, возможно только тогда, когда спасатель придет и канат перетянет дальше. Потому что сейчас канат, он вот, собственно, смотрите, guys, он просто на кораллах, на рифе. На этом, дорогие друзья, наше путешествие по Шарм-эль-Шейху подходит к концу. Ну а мы отправляемся в Каир. Добро пожаловать в Каир, столицу Египта. Момент в следующем. Никто нас с табличкой от отеля не встретил. После того, как мы покинули зону аэропорта и выдвинулись в сторону нашего отеля, мы были очень удивлены, ведь Каир отличался от Шарм-эль-Шейха, хотя в нашем понимании это была столица, а каждая столица должна была быть красивой и изящной, но в этом случае, к сожалению, было все наоборот. И давайте посмотрим. Короче говоря, запах здесь, мягко скажем, говновастый. По той причине, что здесь везде какашки от коней и от, получается, верблюдов. А как к нам подходили бездомные дети и просили поесть, так же, как живут здесь местные, мы расскажем вам в следующем выпуске. Обязательно подпишись и поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски про Египет. А теперь мы отправляемся по дневному Каиру. Но для начала позавтракаем в нашем отеле с потрясающим видом. Good morning. Welcome Egypt. Вот такой приветливый персонал у нас с вами. Это очень радует. Все накрыли красиво, а при этом, то есть, такая подача. И мне нравится, честно говоря, учитывая то, что творится за пределами этого здания. Гайз, добро пожаловать в Египетский национальный музей. Мы изначально говорили в Шарме, что очень мало туристов и в основном все русские. То есть здесь же, в Каире,
все говорят на других языках, то есть все светлокожие в основном, но разговаривают на других языках. То есть это, скорее всего, ну, с Европы, с каких-то других стран. Вот сейчас мы потихонечку будем продвигаться вовнутрь. Мы советуем музей посещать обязательно с гидом, ведь как минимум внутри здания вы не сориентируетесь и вам придется потратить не один день, чтобы обойти все экспонаты, которых здесь насчитывается около 160 тысяч. К сожалению, до нашего времени не все экспонаты остались целы и невредимы, а также часть из них украдена и находится в каких-либо частных коллекциях, а также в других странах. Ну что, друзья, как вам музей? Пишите свои комментарии, потому что нам очень понравилось, мы очень внимательно слушали, но, к сожалению, и дня не хватит обойти этот весь музей. При выходе из музея вы можете приобрести себе сувениры. Тут, в принципе, цены приятные. Также с правой стороны от главного входа есть такая древняя библиотека. Пойдемте посмотрим, что здесь. В отличие от главного входа, здесь нет людей вообще. Здесь древние книги, посмотрите, 1898 год. Оно видео? Следующая остановка у нас рынок папирусов. Пойдемте посмотрим. Здравствуйте, уважаемые. Простите, пожалуйста, сегодня я вам расскажу, как раньше древние египтяне изготавливали бумагу, это который папирус или папирусная бумага называется. Это считается самая первая бумага в истории сделания. Это вот такая бумага. Ту бумагу сделали из этого растения. Сама растение папирус называется. Это считается священное растение у древних египтян. Почему? За две причины. Первая причина – вот сводок похож на лучи солнца, символ бога Амон-Ра, царь богов. А вторая причина – стебель папируса треугольник. Это форма пирамида. Отрезаем его стебель по размеру, который нам нужно. Большие, средние или маленькие. Вот как видно, много воды шли, а сейчас эта полоска стала потоньше, тоже губки легкие, чем раньше, и не ломается. И потом, как видим здесь, мы будем собрать все эти полоски между двумя тканями. Вот как видим здесь, горизонтально и вертикально. Положим, одна полоска горизонтально, а другая вертикально, и вот так далее. Приглядать их нормально. Это вот так. После этого положим все полоски под прессом на 5-6 дней. Раньше нету пресс у древних египтян, поэтому под камни положили эти полоски. Так, как долго под пресс, сказал 5-6 дней, через то время полоски склеиваются между собой. Это только с помощью целлюлозы, который в полосках остается. Это считается натуральный клей. Высыхают эти полоски, и вот потом ту бумагу получается. Наконец-то мы отправляемся туда, ради чего мы прилетели в Каир. Пирамида Хеопса. Единственное чудо света, сохранившееся до наших времен. Место, ради которого приезжают миллионы туристов со всего мира, чтобы прикоснуться к многотысячной истории. Ведь этому сооружению уже более 4,5 тысяч лет. У нас потрясающий гид с вами, зовут Ясир. Благодарю вас. Он сейчас нам поведает о наших достопримечательностях, пирамидах Гизы и расскажет нам главный секрет. То есть у меня была ассоциация о том, что их строили вообще даже не люди. Сейчас с вами находимся на территории плату Гизу или возвышенность Гиза. Эта территория, фараон первый, который вот сюда пришел и планировал для себя свою могилу построить здесь, он ее выбрал. Короче, тут он рассчитывал для территории. Территория возвышенность Гиза, она выполняет для фараона очень много важных моментов, фикус какие-то там важные. В первую очередь мы стоим на территории такая вообще крепкая, значит основание здесь хорошее, значит фундамент. Сколько лет прошло до наших пирамид Гиза? 4,5 тысяч лет. Вы представляете, тут у нас есть такой фараон, который правил Египте 2558 до нашей эры. И вот его пирамида, вот она стоит на земле, в таком виде грандиозной,
большая. Перед вами 2 миллиона 300 тысяч камней блоки. Вы представляете, камни на пирамид достигают самовесом от тонна 1,5 до 10, даже до 15. А есть камни прямо до 20 тонн проходят по весу. Значит, количество 2 миллиона 300 тысяч камней блоков. У нас говорят, если бы дали такое количество для строительного материала, мы можем для вас сделать забор вокруг города Париж с 3 метра в высоту и должно быть. Вы представляете, самое огромное сооружение в мире, 146 метров. Какое сооружение в мире имеет такого вида, такого веса, такую высоту? Вообще это нереально. Значит, про нее говорят, все боится время, а время боится пирамида. Это просто великая труда. Это великая труда и великая цивилизация, которая недоступна до нашего времени. Надеемся, когда-нибудь раскроет больше пирамид, и мы тогда подойдем к такой правду, что люди. Недавно, хочу сказать последнего, недавно у нас нашли могилы рабочих. Лет буквально 20 назад американский ученый Марк Леннер, он обнаружил могилы рабочих. Спасибо Благодарю большое. про это. Мне было очень приятно тоже с вами познакомиться сегодня. Пишите комментарии внизу, мы с вами обязательно поделимся информацией и ставьте свои лайки. Дождались начала представления на пирамидах Гизы. Это наше замечательное место, руфтоп в нашем отеле. Работают они, вот это вот шоу, среда, четверг, пятница и суббота. Всего 4 дня, друзья. Поэтому нужно всегда успевать. И начинаются в 6:40 начало. Откуда кальяны пошли? Вот я сейчас в этом месте, я сейчас курю здесь кальян, и просто плюсик поставлен, просто. Вот и наступил последний день нашего путешествия. Проснувшись рано утром, мы в последний раз позавтракали с таким прекрасным видом. Взяли все свои вещи, попрощались с отелем, с персоналом, на память нам дали магнитики с открытками, вызвали такси и отправились гулять по городу, туда, куда глаза глядят. Наша прогулка продолжается уже без петличек, как вы видите. Надеюсь, что звук будет the best. Мы сейчас отправляемся под какой-то мост, потому что здесь вроде как есть какой-то переход. Все ужасно, конечно. Ну, не сильно прям ужасно, но, видимо, они так привыкли жить. И для нас, о господи, для нас это чрезвычайно странно. Потому что вы посмотрите, сколько там мусора. Друзья, также мы сейчас лицезреем самую длинную реку во всем мире. По некоторым источникам она на сегодняшний день на 2-м месте. Но гид нам утверждает, что она на 1-м месте. Это у нас с вами Нил. Прогулку по Нилу на кораблике вы можете также осуществить. Нам гид предложил за $10. Вот, собственно, и плюсик прогулки по Нилу у нас поставлен. Нам еще гулять довольно долго, где-то минут 40. И выйдем мы на другом берегу. Где-то в районе, наверное, Four Seasons, потому что там есть парк за этим отелем озелененный, и посмотрим, что там еще тоже есть. Ставьте свои драгоценные лайки и пишите комментарии, если вам понравилось и прокатились ли бы вы за эту стоимость. Это 1000 рублей 1 час за двоих на такой лодочке по Нилу. Жду ваших комментариев. Напротив Four Seasons есть замечательный зоопарк Гиза. Вход сюда стоит всего лишь 20 египетских фунтов. Аттракционы напоминают что-то из зоны Чернобыля. Если ехать в зоопарк целенаправленно, мы, конечно, этого не советуем делать. Но если у вас есть небольшой карман времени,
то обязательно посетите это место. Ведь, если вы помните, я записывал про Fame Park у нас в Дубае, и он совершенно по другой цене. Я здесь ссылочку оставлю, вы можете посмотреть. Ну, а что можно рассказать об этом парке? Это одно из единственных озелененных территорий в городе Каире. Занимает примерно площадь в 100 акров. На его территории содержится множество умирающих видов животных, местной фауны. Вот так, друзья, выглядит самое, наверное, на сегодняшний день огромное животное. Это у нас гиппопотам, ну то есть бегемот по-нашему, с такой массивной челюстью просто. Блин, я их, кстати, вообще не видел. Последнее место, куда мы с вами отправляемся, это Новый Каир. Кардинально отличающийся от всего, что мы с вами видели. Новые дороги, чистые улицы, небитые машины, торговые центры, как в Дубае. И даже начали строительство монорельса. Радует тот факт, что у этого города есть будущее. Надеюсь, оно дойдет и до старой части, и все реконструируют. Ведь пока это только грязь и развалины. Это был наш основной выпуск про Египет, а более подробно о нашем путешествии смотри в следующих выпусках. А чтобы не пропустить их, подпишись на канал и поставь колокольчик. Также, если тебе понравилось видео, не забывай поставить лайк и оставь свой комментарий.